Вот спустя почти 5 месяцев пришел я в это место, ничего не узнать. Снега нет, но все поломано, повалено. Иду искать бутылки. Да, конечно, зимой пройти тут было практически невозможно через такой бурелом. О, как сломалось дерево. Под ногами хлюпает. Важно. Снег-то сошел недавно. Итак, идем искать бутылки. Где они? Они где-то должны быть тут. Как тут поломало-то все. Вот это выворотило. Ужас. Вот корни сосны. А бутылки? Вот где-то там они. Пойду посмотрю. Но вообще не узнать местности после таких разрушений. О, вот они где. Вот это да. О. Ну и как тут пролезть? Вот они, бутылочки. И там вон еще чьи-то. Но это не мои. Мои бутылки вот. Эх. Вот такая вот история. Порушилась тут. А вот в уже весной. Сильно поднялась вода. Островок тот вот затопило почти. Вот он. Вот этот островок затопило. Тут дерево потопленное лежит. Полностью скрылось под водой. А вот там вот зимой перебегала речку какая-то куница или какой-то зверек. Ну что ж, прошло 4,5 месяца, почти 5. Вот так вот тут. Так, обзор привезенного снаряжения. Что мы тут видим? Палки, спиннинг складной, сухари, посуда, сырки, палатка. Тут в этой герме находится спальник и внутренняя палатка. Ну, тут веревка, пила есть. Вот, собственно, рюкзак. А вот и печь. Это будет поход с титановой печью в весеннем лесу. Вот она печь. Коробочки этой упаковки. Вот труба. Вот палатка. Колышки для палатки. В этой герме и всякая электроника. Ну а тут лук. Лук вот он. Картошка. Сырки.
для супа. Их должно быть 6. Да, их 6. Сигареты. Вот здесь вот в этой шапке чай. Чай вот он. Зеленый чай. Шапка для сна. На малость испачкалась от трубы. Ну вот здесь чайник, кастрюля и сковородка, сухари. Это кружки тут. Ну, зубная щетка, веревки всякие, бинты, трусы, сыр плавленый, снаряжение рыболовное. Вот этот вот уголок печной, катушка, зубная щетка, специи, хлеб. Такой вот фонарь, красный фонарь. Ну вот и все, в общем-то. Буду ставить палатку. Почти на том же месте, где она стояла зимой. Сильно все изменилось. Вот байдарочники плывут. Здравствуйте! Вы куда направляетесь? Пока побуже на Пру, по-моему. Через озера пойдете? Да. Здорово. У вас какой-то клуб или как? Ну да. МПГУшный. Понятно, понятно. Сколько? У нас 70 человек. 70? Ну, заодно проплывать. Не переживайте, вы посчитаете. Здорово, здорово, молодцы. «70 человек, байдарочников, плывут по Бужьей реке. Солнце заходит, красота. Какая у вас поляна классная. Хорошего отдыха. Спасибо вам тоже. Спасибо. Полянка великолепная.
Вот так вот в палатке. Спальник. Коврик. Сейчас еще испытаю Тайвек. Конденсатник для спальника. Спальник пуховый с Алиэкспресса. Первый раз в этом году будет испытываться. Вот так вот тут внутри. Это рукав воздушный. А вот эта мембрана Тайвек. Надевается поверх спальника. Вот дрова. Костер горит. Утро наступило. Солнечный день. Вот костер горел. А вот и печь. С термометром печь. Этот термометр показывает температуру трубы. Хоть она и магнитная, но слабо, поэтому пришлось еще его такой вот проволочкой подкрепить. Вот печь. А внутри там только зола.
Из сырых бревен был костер. Но все равно они подсохли за ночь. Красота. А вот и печь. Наружу она стоит, не в палатке. Просто используется для приготовления пищи. Ну, кастрюлька стоит. Что в кастрюльке? В кастрюльке яйца находятся. Они варятся в воде из реки Бужа. Труба вот привязана веревками, потому что, чтобы порывом ветра ее не уронило. Там палатка стоит. Май. Почти в том же месте палатка находится, что и зимой. Последний раз я тут был на Новый год. Все очень сильно изменилось. Снега нет. А там вот в лесу могут быть клещи. Поэтому я особо туда не пойду. В прошлом году весной клещи напали. А вот дерево такое сломанное, которое от него зимой я отпиливал куски и топил печь. Много поваленных деревьев тут. Ветер, видимо, сильный был. Там вот есть. Вот там. Огромные куски отломились. Страшное дело. Вот река. Полноводная река. А вот тут родник. Я пришел на родник воды набрать. Икона висит. Давно-давно, сколько я вот себя помню. Как вот сюда приезжал, она всегда тут. Вот всякий тут инвентарь. Бутылки, кувшинчик. А вот сам родник. Я принес 2 бутылки. Этим бутылкам тоже лет 7. Они тут зимовали. Сейчас буду набирать водичку. Наберу. Ну,
И суп, может быть, буду варить. Либо кашу какую-нибудь, гречку. А дорожка к роднику вот идет. Она уже разрушается. Видимо, не следят за ней. Как-то вот приходит уже она в негодность. Да и сам родник тоже. Ну, пока еще он существует. Шел сейчас, немного заблудился даже в лесу. Там настолько все изменилось. Настолько сильно изменился лес, что прям неузнаваемо. И зимой я тут мучился, пытался пройти. Очень было тяжело. Бурелом. Снега очень много, чуть не по пояс. Я шел, потом обходным путем через лэп зашел. Сейчас буду набирать воду. Солнечный день, 1 мая 2022 года. День солнечный, а события в мире происходят очень и очень печальные. Никогда бы не подумал, что доживу до такого. Горько это все осознавать. Что будет дальше? Только Бог знает. Только Господь знает.